Добрый день, дорогие друзья! Начинаем вязать пинеточки. Вот такую модельку я связала. Она очень простая, очень симпатичные пинеточки, особенно кто только начинает вязать. Дальше будем вязать и сложнее, и коротенькие, и высокие, всякие разные будем модельки вязать. Эту первую модельку я связала после длительного перерыва. Мы очень долго вязали тапочки, но теперь нам нужно уже просят давно пинетки. Да, и сама уже соскучилась за этими пинеточками. Так что вот такую модельку мы самую простую мы свяжем. Здесь мы, так, сейчас я померяю, 11 сантиметров подошва. Ну, они тянутся, поэтому можно и на меньшую ножечку одеть, и на большую. Цвет один. Пряжа у меня вот такая, это китайская пряжа, ну, судя по толщине, где-то метров 120 на 50 грамм. Спицы я взяла номер 3. Итак, начинаем вязать. Они вяжутся просто лицевыми и изнаночными петлями. Итак, начинаем набирать петли. Для этого размера мы набираем 34 петли. 2, 3, 4. Набираем 34 петли. Итак, набрали мы 34 петли. Кромочную снимаем. И дальше вяжем все петли лицевыми. Девочки, на этом канале дальше мы будем вязать с вами пинеточки и тапочки разных фасонов, кроме укороченных рядов, которые мы вязали последние вот эти пару лет. У меня есть второй канал, который называется «Сама вяжу и вас научу». Я буду выставлять туда тапочки с укороченными рядами, так как у меня их очень много уже отснято. Уже порядком поднадоели и мне эти тапочки, и некоторым моим подписчикам, что уже пора перейти на пинеточки и на простые тапочки. Поэтому подписывайтесь на тот второй канал, ссылочка под этим видео. И я буду выставлять туда эти тапочки. Кто хочет вязать, значит, вы получите оповещение. Если вы подпишетесь и нажмете на колокольчик, и вам будет приходить оповещение, что вышло новое видео. И там будете продолжать вязать тапочки укороченными рядами. А на этом канале мы будем вязать пинеточки дальше и простые тапочки. Ну, всякие разные фасоны. Может быть, где-то куда-то я вставлю здесь тоже с укороченными рядами. Будет видно. Ну, переходим мы на пинеточки и на простые тапочки. Так, набрали мы 34 петли. Один ряд провязали лицевыми петлями. Дальше кромочную снимаем. Одна лицевая, накид и 34 петли. 1, 2, ой, господи. Так, кромочную сняли, одна лицевая, накид и 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Накид, 2 лицевые, накид, 14 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Накид, 1 лицевая, и заканчиваем кромочной петлей, провязываем ее изнаночной. Дальше следующий ряд я вам показывать дальше не буду. Вяжем все петли лицевые. Накиды берем за заднюю стеночку. Не вот так, чтобы была дырка, а за заднюю, чтобы петля перекрутилась, и дырочки тут не будет. Итак, мы все 4 накида вяжем перевернутой петлей. Провязали лицевыми петлями. Дальше снимаем кромочную, вяжем 2 петли. Одну добавляем. Мы одну вязали, теперь 2 петли. Накид, 14 петель, остается всегда 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Накид. Мы вязали 2 в серединке, теперь вяжем 4.
Так, накид 1, 2, 3, 4, накид 14, накид 2 и кромочная. Дальше вяжем все лицевые, не забываем за накиды, мы их вяжем за заднюю стеночку. Дальше следующий ряд снимаем кромочную, дальше вяжем 3 петли, накид 14, 5, накид 1, 2, 3, 4, 5, накид, так, 5, 6, 6, накид 14, давно не вязала, уже девочки пинетки, уже подзабылась. Так, дальше 14, накид 3 и кромочная. Следующий ряд все петли лицевые. Провязали лицевыми, дальше снимаем кромочную, вяжем 1, 2, 3, 4, накид 14, накид 8, накид 14, накид 4 и, как всегда, кромочную вяжем изнаночной петлей. Дальше вяжем все петли лицевыми и еще потом одну прибавочку сделаем. И последняя прибавочка. Кромочную снимаем, вяжем 5 петель. С кромочной получается 6. Накид 14. Накид 10. Накид 14. Накид 5. И кромочная. Дальше вяжем все петли лицевые, накиды за заднюю стеночку и еще один ряд вяжем, до этого хвостика возвращаемся. То есть вяжем 2 ряда лицевыми. Так, провязали. Вот наша подошва получилась. За счет накидов она получилась вот такая вот кругленькая. Дальше вяжем 54 петли у нас на спице сейчас. У нас было 34. 5 раз мы добавили по 4 петли. Плюс 20 петель получилось 54 петли. Дальше хвостик у нас с правой стороны. И теперь вяжем лицевыми петлями до тех пор, пока у нас будет тут 9 дорожек. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще 6 рядов вяжем. Еще 3 дорожки вяжем. Чтобы было здесь у нас 9 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Вяжем каждый ряд лицевыми петлями. Итак, я провязала, девочки. Вот если считать дорожки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 дорожек, больше не надо, потому что, ну, пальчики-то маленькие у детки, куда больше не нужно, поэтому хватит этого. Итак, у нас на спице 54 петли. На мысик я взяла 10 петель. 54 минус 10 – 44. И делим пополам, 22 петли. Итак, мы провязываем 22 петли. Кромочную также считаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Можете маркер тут поставить, можете просто дальше провязать 10 петель, также лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Посчитаем, чтобы здесь также было 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, 22 петли остается. Мы убавляем эти петли, провязываем 2 вместе одной изнаночной. Разворачиваемся. Вот это будет кромочная. Мы ее будем убавлять с последующими петлями. Дальше вяжем изнаночными 10 петель. Можете вязать лицевыми. У вас передняя часть будет также лицевыми петлями, платочной вязкой. Я вяжу изнаночными по изнаночной стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь у нас 22 петли. 2 вместе провязываем по изнаночной стороне лицевыми. Разворачиваемся. Это у нас вторая кромочная будет. В середине всегда у нас должно быть 10. После кромочной 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Довязали до кромочной. Кромочную со следующей петлей боковой провязываем 2 вместе. Одну изнаночной по лицевой стороне. Дальше вяжем изнаночными 10. Две вместе, одной лицевой по изнаночной стороне. Разворачиваемся, кромочную снимаем. Теперь 10 лицевыми. Дальше кромочную со следующей петлей, одной изнаночной по лицевой стороне. Разворачиваемся, 10 изнаночных. Две вместе, одной лицевой по изнаночной стороне. Итак, мы убавляем одинаково до тех пор, пока от кромочной до кромочной будет 34 петли, то есть первоначальный набор петель. Дальше вяжем лицевыми по лицевой, изнаночными по изнаночной стороне. По лицевой стороне 2 вместе вяжем изнаночной, а по изнаночной стороне 2 вместе вяжем лицевой. Довязали 10, 2 вместе изнаночной и так дальше. Итак, последний раз я убавляю по изнаночной стороне 2 вместе. На спице у меня 34 петли. Дальше вяжем лицевыми петлями.
Дальше, видите, у нас вот какая вот дырочка тут получается. Мы переснимаем петлю кромочную, поднимаем вот эту ниточку, еще раз показываю, вот эту, одеваем на спицу, возвращаем назад петлю кромочную и провязываем 2 вместе. Это для того, чтобы здесь не было дырочки. Дальше вяжем лицевыми. Дырочки нет. Провязали. Дальше по изнаночной стороне вяжем также лицевыми. Вяжем до петли, которую мы вязали 2 вместе, до кромочной. Довязали. Вот та же самая история. Кромочную переснимаем, поднимаем вот эту петлю, одеваем на спицу, возвращаем кромочную и провязываем 2 вместе. Вот у нас получается, здесь дырочки нет. Вот смотрим. Вот такой у нас мысик. Можем померять на колодочку. Вот такой у нас будет пинеточек. Здесь потом сошьется. Дальше, по желанию, можете вязать каждый ряд лицевыми. Я провязала резиночкой, чтобы она немножко обхватывала потуже ножку. Вяжите по желанию. Хотите лицевыми, хотите изнаночными. Итак, я вяжу 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые. Ой, не захватила ниточку. 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, мы вяжем каждый ряд. По изнаночной стороне над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными вяжем изнаночными. Если хотите, вот сейчас мы провяжем 2 ряда, и можете сделать дырочки для шнурочка. Я не стала делать эти дырочки. Я думаю, что они так будут держаться хорошо на ножке. Но если хотите шнурочек вдеть, то можете сделать дырочки. Так, 2 изнаночные, 2 лицевые. Что-то я тут напутала. Короче, резиночку вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. А то я тут и болтаю, и вяжу. И вяжем желаемую высоту. Я провязала. Сейчас вам скажу. Вот такой он у меня получился. Можете даже и так одеть, они будут высокие. Смотрите сами, сколько вам надо высоту. Если взять вот отсюда, 12 сантиметров я провязала, девочки. А вы смотрите сами, определяйте высоту. Итак, вяжем дальше до желаемой высоты. Итак, я провязала, девочки. Давайте посмотрим, сколько у меня тут. Вот 12 сантиметров. И по лицевой стороне я закрою все петли. Так, закрываем все петли до конца. Не стягиваем только не стягиваем, чтобы они были, вот, видите, чтобы оно свободненькое было, чтобы ножку тут не стягивала. Закрыла я все петли. Оставляем тут кусочек такой, чтобы можно было сшить пинеточек. Так. Вот так у нас получилось. Если вы будете закрывать по
изнаночной стороне, то вот эта косичка у вас, она будет здесь вот. И когда вы отогнете, тут будет косичка. Если вы хотите так, чтобы косичка была, то закрывайте это, да, по изнаночной стороне. Итак, на лицевую сторону переворачиваем. Берем за 2 половинки косички. Протаскиваем ниточку. И начинаем 2 косички с одной стороны, 2 с другой. И протаскиваем, не стягивая. Конечно, все время так вот поправляем, чтобы она не стянулась. 2 половинки косички с одной стороны, 2 половинки косички с другой стороны. Получается вот такой вот аккуратненький шовчик, девочки. Он абсолютно даже не чувствуется. Абсолютно не чувствуется. Все говорят: ой, шов. Сшивайте так, как я вам показываю. У меня есть отдельное видео, я снимала, как шить правильно пинеточек. Я даже могу поставить его под это видео, чтобы вы посмотрели. Абсолютно шва не чувствуется, не видно его. Если вязать бесшовные, вот начинают вязать, мы, может, свяжем такие когда-нибудь, но они получаются просто однотипные и без всяких узоров, потому что узоры там вязать, ну, самые простенькие можно связать. Я привыкла, вот я все время, всю жизнь вяжу вот такие пинеточки со швом. Сшивать мне не тяжело, шва не чувствуется абсолютно. И поэтому я вам такие пинеточки и показываю всегда. И раньше мы вязали, вроде не было никаких претензий. Иногда мы вяжем и бесшовные, но не получается, просто однотипные, самые простые. Итак, сшиваем до конца и потом вот до этого места, где-то вот так вот не дошиваем. А потом покажу, как дальше. Так, дошили. Дальше выворачиваем на изнаночную сторону. Вот у нас такой получился шовчик. И дальше мы уже сшиваем по изнаночной стороне. Так точно. Берем за 2 косички с одной стороны и 2 с другой. И каждый раз вытягиваем. Шили, растянули. Сейчас покажу, как сшивать подошву. Так, смотрим. Я взяла пару раз 2 ниточки. Теперь можно одну взять. Смотрим. Вот у нас косичка есть. И вот косичка. И вытаскиваем. Снова прям крючок сам влазит сюда. Видите, вот двойной. И напротив еще вот 2. И вытаскиваем. Здесь 2. Здесь 2. Вы их никак не попутаете. Вот они. Вот видите, вот она лежит. И вот лежит. Одну и вторую. И вытащили. Опять же подтянули. У вас получается очень тоненький. Его абсолютно незаметно. Нигде он абсолютно не давит. Если вас давит, значит, вы неправильно сшили. Этот шовчик давить никак не может. Он очень получается нежный, аккуратный. Так, и назад. Я уже не беру в дырочку, а беру вот просто вот за вот эти петелечки. Так.
Все, наши. Вот осталось у меня 50 грамм. Можно куда-то еще их. Выворачиваем наизнанку. Вот шовчик, девочки. Смотрите, какой он аккуратный. И вот задняя часть, задняя сторона. Вот такой у нас получился, девочки, пинеточек. Вот второй. Надеюсь, все было понятно. Я вам желаю удачи. Пишите, что бы вы еще хотели связать. Какие пинеточки, какой фасончик. Этот цвет я взяла нейтральный. И на девочку можно одеть, и на мальчика. Он такой, как ну, оранжево-горчичный, что ли. Тут он на камера передает как абрикосовый, но он немножко бледнее. И тут разные колодочки. Ну, померяем и так, и так. Видите, какая красота. Буду прощаться сегодня с вами. Всего вам доброго. Вяжите, пишите комментарии, пишите свои пожелания и недовольства. Без них тоже никак, хотя я их получаю очень мало от вас. Большое спасибо за ваши комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А также подписывайтесь на мой второй канал. Ссылочка под видео. Я внизу дам ссылочку на мой второй канал и ссылочку, как связать, как сшить пинеточек. Хотя я вам тут подробно показала. Ну так, на всякий случай. До свидания. Всех вам благ. Всем пока.